Безусловно, сложно представить, насколько крошечная наша Земля по сравнению с космической бездной. Согласно самых осторожных предположений астрономов, существует более нескольких десятков миллиардов галактик, а Млечный Путь – лишь только одна из них. А что же касается Земли, то только во Млечном Пути есть более 17 миллиардов подобных планет. И это не считая планет, которые радикально отличаются от нашей Земли. А среди галактик, которые стали сегодня известным ученым, встречаются очень необычные. Вы не поверите, но даже существуют галактики, которые танцуют, или рождают новые звезды каждые 2 часа. Поэтому сегодня мы разберем самые необычные галактики, а те, которые вам больше всего понравятся, в комментариях, я сделаю про них отдельное видео. Галактика М82 примерно в 5 раз ярче Млечного Пути. Это обусловлено очень быстрым процессом рождения новых звезд. Они появляются приблизительно в 10 раз чаще, чем в нашем Млечном Пути. А красные шлейфы, исходящие из центра галактики, это пылающий водород, который выбрасывается из центра галактики. М82 является архетипичным образцом галактики со вспышкой звездообразования, которая вызвана взаимодействием с близкой к ней спиральной галактикой М81. Космическая рентгеновская обсерватория Чандра обнаружила переменный рентгеновский источник, удаленный от центра М82 примерно на 600 световых лет. Именно такой источник можно объяснить аккрекцией на черную дыру, промежуточной массой от 200 до 5000 солнечных масс. Если эта информация подтвердится другими наблюдениями, то это будет первый пример обнаружения черной дыры из класса промежуточных масс. М82, подобно большинству галактик, скрывает в центре сверхмассивную черную дыру, как следует из наблюдений звездной динамики. А именно эта галактика является одной из самых странных галактик, которые известны ученым. Если взять технически, то это не один звездный объект, а большое скопление галактик, которое образовалось при столкновении 4 других галактик. Причем этот процесс столкновения уже идет более 13 миллионов лет. Это крупное скопление галактик, находящееся на расстоянии более 5 миллиардов световых лет в созвездии Возничий. Оно известно тем, что в нем сталкиваются и сливаются 4 отдельных скопления. И это первый случай наблюдения подобного масштабного явления. Эти столкновения скоплений происходят в течение длительного времени, поскольку в этом случае движущийся филамент, вытянутая структура, состоящая из межгалактического газа галактик, а также темной материи, и имеющая длину 13 миллионов световых лет, в виде потока втекает в область, где уже до этого была большая масса материи. Когда сталкиваются 2 и более скопления галактик, облака горячего газа замедляются, однако галактики, состоящие в основном из пустоты и взаимодействующие друг с другом лишь гравитационно, не снижают скорость так быстро. Таким образом, путем сравнения изменений в скоростях галактик и газовых облаков можно определить первоначальную скорость и направление каждого скопления. А вот галактика Baby Boom, находящаяся на расстоянии примерно 12 миллиардов световых лет от Земли, была обнаружена в 2008 году, а получила она свое прозвище из-за того, что в ней невероятно быстро рождаются новые звезды, примерно каждые 2 часа. Мне кажется, если бы мы жили с вами в такой галактике, то минимум каждый третий был бы точно астрономом. Однако наша галактика Млечный Путь действительно является одной из самых примечательных. В ней, по крайней мере, есть 100 миллиардов планет и около 400 миллиардов звезд. Некоторые из этих звезд являются одними из самых старых во Вселенной. NGC 6744 – большая спиральная галактика, которая, как считают астрономы, одна из наиболее похожих на наш Млечный Путь. У галактики, расположенной примерно в 30 миллионах световых лет от Земли, на удивление идентичные с Млечным Путем удлиненное ядро и спиральные рукава. Ее можно по праву назвать близняшкой нашей галактики. Так как астрономы не могут увидеть Млечный Путь целиком, очертания этой галактики позволяют представить, что увидел бы гипотетический космический путешественник, если бы оказался в месте, с которого можно смотреть на нашу галактику сверху. Ученые утверждают, что сходство NGC с Млечным Путем огромно, как по строению рукавов, так и по галактическому центру. И даже если приглядеться внимательно, в правом углу снимка можно увидеть карликовую галактику. Это спутник NGC, которая напоминает спутники нашей галактики, например, Магеллановые облака. И именно про Магеллановые облака недавно на нашем канале вышел ролик, и вы можете его посмотреть. Однако между этой галактикой и нашим Млечным Путем имеется существенное различие – это абсолютно разный размер. По оценке астрономов, диаметр нашей галактики составляет около 100 тысяч световых лет, в то время как диаметр NGC почти в 2 раза больше. Тем не менее, глядя на эту галактику, вполне можно представить, как может выглядеть наш собственный галактический дом со стороны. А вот галактика, известная как NGC 6872, является второй по величине спиральной галактикой из когда-либо обнаруженных вообще учеными.
И именно в ней было найдено множество областей активного звездообразования. Поскольку в NGC 6872 практически не осталось свободного водорода для образования звезд, она высасывает его из соседней галактики. И вообще такие гигантские космические взаимодействия не редкость во Вселенной. Но более интересное взаимодействие происходит между галактической парой М60 и NGC 4647. Хотя гравитационные силы притягивают большинство галактик друг к другу, нет никаких доказательств того, что подобное происходит с соседними галактиками. Однако даже нет никаких доказательств того, что они отдаляются друг от друга. Потому что они как пара давным-давно живущая вместе, эти две галактики так и мчатся бок о бок через холодный и темный космос. А вот танцующая галактика — это действительно что-то интересное. Эта расплывчатая на всех снимках галактика известна под довольно сложным названием, где в результате слияния двух галактик образовался мелкодисперсный туман, состоящий из миллионов звезд. Считается, что этот туман медленно рассеивается, поскольку срок жизни галактики истекает. Вышесказанный танцующий объект больше не сможет производить новые звезды. Теперь он стал частью гигантского звездного скопления, за которым в будущем планируют продолжить наблюдение. Если бы у нас была машина времени, то, отправившись на миллиарды лет в будущее, мы смогли бы увидеть, как постепенно краснеют одна за другой звезды и постепенно начинают затухать. Грубо говоря, на этом снимке вы видите последний вальс этой галактики. Поэтому обязательно пиши в комментариях, какие галактики тебе понравились, и обязательно поставь лайк, и обязательно посмотри прошлые выпуски. Спасибо за просмотр. Пока.